Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на новый тягач International LT в American Truck Simulator. Кабина серии LT, ориентированная на водителя, отличается эргономичной приборной панелью, тихим интерьером, обеспечивающим удовлетворенность водителя и отличной обзорностью вокруг автомобиля. Интуитивно понятные элементы управления расположены в пределах легкой досягаемости водителя и оснащены светодиодной подсветкой для работы в ночное время. Удобное хранение является стандартным по всей кабине. На электрической панели с легким доступом установлены переключаемые автоматические выключатели и предусмотрена плоская поверхность для записи. В стандартную комплектацию входят 4 держателя для чашек и бутылок. Серия LT предлагает 4 конфигурации спальных мест для удовлетворения потребностей дальнобойщиков. Стандартные открывающиеся окна обеспечивают естественное освещение и поток воздуха. В распоряжении гостей широкий выбор шкафчиков для хранения, выдвижных ящиков и подвесных шкафчиков. Дополнительный кронштейн для телевизора и холодильник обеспечивают домашний комфорт. Срочное включение! Я уже заканчивала монтировать этот ролик, как вдруг один мой подписчик Zero прислал мне лицензионную копию American Truck Simulator и также все DLC на расширение карты и также DLC по типу негабаритных грузов. Да, кто не знал, American Truck Simulator у меня была не лицензионная, но теперь благодаря этому подписчику у меня есть все. Так что большое спасибо ему за такой большой вклад в развитие моего канала. Прежде чем мы с вами начнем менять конфигурацию грузовика, хотела бы вам напомнить о том, что у меня проходит конкурс. Я разыгрываю ключ American Truck Simulator в своем инстаграме, и, соответственно, все условия этого конкурса я озвучила в своем инстаграме, ссылка на который в описании. Так, и давайте мы с вами продолжим. Мы с вами можем выбрать другую кабину. Даже не знаю, но это выглядит даже поинтереснее. Давайте сделаем так. Далее шасси. Вот по поводу шасси мне много кто объяснял, в чем суть вообще этих шасси. Но давайте я пока даже не знаю. Нужно демонтировать. Ага. А почему он не совместим с кабиной? Интересно. В общем, давайте пока мы просто оставим вот эти шасси, которые у нас есть сейчас. Я думаю, это не помешает нам нормально довести груз, который мы с вами повезем. Двигатель. Какой мы с вами сделаем двигатель? Я так понимаю, самый мощный на 500 лошадиных сил. Как всегда. Так, и... Так, это трансмиссия. Это уже сложнее. Я думаю, можно оставить то, что есть у нас. Не обязательно покупать самое дорогое, как мне кажется. Далее, интерьер. Давайте сделаем отделку с деревом. У нас плюс тут появляется еще вот это вот. вот это вот. Так, кстати, посмотрите, как выглядит внутри. Симпатично. Давайте мы с вами его покрасим, чтобы у нас он не был просто чисто белым. Даже не знаю, может просто полностью сделать его желтым. Или, знаете, вот таким вот, похоже на болгарский перец на огороде, который у нас растет у наших бабушек, который успел где-то позеленеть, а где-то еще до сих пор красный. Далее давайте поменяем, что у нас есть здесь. Можем добавить еще вот такое вот огромное сооружение. Даже не знаю, нужно ли мне это здесь ставить. Давайте сделаем, почему бы и нет. Так, далее вот эту штучку. Давайте добавим и это. Как это? Это козырек. Я говорю, штучка. Фонарики. Фонарики? Проблесковые маячки. Давайте добавим проблесковые маячки. Добавим хромированные зеркала. Далее, давайте здесь напишем Лиса. Чтобы никто не забыл. YouTube. Вот так вот. Далее. Что еще можно сделать? Я хочу хромированные. Мне больше нравится, как выглядят хромированные. Так, кабина стандарт. Зеркала. А нужно ли мне это зеркало? Ну, мне не очень нравится, как оно здесь торчит. Поэтому оставим пока так. Давайте сделаем тоже хром. Так, это зеркало добавлять не будем. Фары поменять мы не можем. Флажок добавлять, наверное, нет. Так мне нравится больше. Передний бампер. Симпатично, мне кажется, уже слишком пестро. И давайте мы с вами поменяем
Точнее, добавим аксессуары. Навигатор нам добавлять не нужно, потому что он у нас, слава богу, есть. Так, это то зеркало, но не очень мне было бы удобно. Вот, мы с вами можем добавить аксессуар воздуховод. Кстати, вампирчика, как на моей скании, нету. Зато есть голова пришельца, мешочек с благовониями. Просто классический освежитель воздуха. А есть пчела. Даже не знаю, даже не знаю. Мне нравится, как выглядит пришелец, поэтому давайте мы поставим его. Так, это табличка, приборная панель. О, боже, 100% бургер, тем более это Америка, так что я не представляю, как у нас не может стоять бургера здесь. Так, и далее мы что, запьем бургер колой, или зажуем жвачкой, или мятными леденцами. Давайте колу, что вот прям вот чисто Америка. Так, далее здесь, что это у нас? О, мы сюда тоже можем что-то положить. Так, вот так вот. Так, давайте жвачки. Положим туда жвачки. Хотя телефон выглядит правдоподобнее. Далее подстаканник. Давайте заполним с вами подстаканем. Добавим сюда стакан кофе. И добавлять ли нам еще бутылку воды сюда? Давайте, почему бы и нет? Так, сюда упаковка банок колы, сухой завтрак, обед, быстрое приготовление, картонная коробка. Что это? Просто, типа тушенки, ящик банок, корзина для одежды. О, вот это выглядит, кстати, симпатично, прям так антуражненько, мне нравится. Знаки аварийной остановки, я думаю, они должны быть в багажнике. Обувь. Забавно, что здесь есть даже обувь, холодильник. У нас, кстати, конфигурация здесь без холодильника, просто кровать такая огромная. Но мне не нравится, как он здесь прям так смотрится, так слишком громоздко. Поэтому мне нравится вот эта вот переноска, коробочка с бутылками. Хотя, знаете, у нас 1, 2, 3, 4 просто всяких разных напитков здесь стоит. Поэтому, может быть, все-таки мы с вами заменим. Или уберем отсюда кофе. Не знаю, я почему-то так к этому подхожу. Давайте поставим кружку АТС. Вот так выглядит лучше. Так, далее сюда мы с вами. Информация о доставке, журнал расхода топлива, диск АТС, журналы, всякая сумка. Это как насменка в школе. Бумажные полотенца, планшет, ноутбук. Надо что-нибудь такое небольшое, чтобы оно не выглядело прям слишком все кучу. Карта или... Давайте бумажные полотенца положим, я думаю, они всем нужны. Далее сюда флаг США. О, классно. Флаг США, плюшка, гитара, сумка для рыбалки. Давайте флаг. Мне нравится. Далее. Подушечку. Какую мы с вами... Поцелуй меня, я дальнобойщик. Ой, ну дальнобойщик... Трекер, типа. Так. Подушка сердца, подушка защитник с осликом, подушка звезда. Сток всего интересного, даже и не знаю. Плюшевый медведь. Я хочу плюшевого медведя оставить. Так, и сюда есть какой-нибудь плед. О, одеяло со звездами, бежевое одеяло. И спальный мешок, сумка-грузовик. Я бы хотела все-таки одеяло, только, наверное, не со звездами. Знаете, было бы здесь еще постельное белье, а то чувство такое, будто мы просто будем спать на матрасе. Так, давайте клетчатое одеяло. И что еще мы с вами можем здесь сделать? Это у нас уже есть. Так, это что? Это все пузырек. О, висячие предметы, отлично. Кактус. Кактус неплохо сочетается с инопланетянином и с травой в бургере. Знаете, если так по цветам выбирать. Ловец снов. Классно. Синий плюшевый кубик. Пончик. Господи, такой большой выбор, серьезно. Так долго с этим уже сижу. Маска вратаря. Даже не знаю, что мне больше нравится. Мне нравится и кактус, но нравится и ловец снов вот этот вот. Так. Надо подумать. Давайте оставим тогда кактус. Пусть будет кактус. Далее, это что?
Ага, конечно, давайте сделаем так. Это все у нас такое вот это вот. А, это все зеркала. Так, на руль мы с вами можем добавить ручку, но я не хочу, потому что мне не очень нравится, как это выглядит. Так, так. Все. Все в целом, пока я зато меняла здесь все внутри, вы могли полюбоваться на этот тягач изнутри. Выглядит вообще прям очень симпатично. Ну, в общем, вот так вот я все сделала. Мне нравится. Так, все, принимаем. Как вы видите, кошка у нас снова в кадре, она пришла ко мне гладиться. Вот как выглядит наш с вами тягач, такой вот у нас какой-то болгарский перец получился. И давайте мы его с вами наконец-таки купим. Посмотрите, какой красивый у нас с вами тягач получился. Давайте мы с вами еще раз посмотрим, как он у нас выглядит изнутри. Вы посмотрите, какова красота. Кстати, я здесь все-таки поменяла. Я нашла, оказывается, здесь есть еще такая стопка бургеров. Я обожаю бургеры, люблю колу. Это, конечно, все вредно, но это так все прекрасно выглядит. Это просто. И вот все. Вот такой вот у нас с вами тягач. Кстати, места сзади реально очень много. И вот он наш с вами такой вот нарядный. Мне нравится сочетание кактуса и флага сзади. Все, давайте мы с вами выберем груз. Я не знаю, кстати, слышно ли вам урчание кошки, но она пришла погладиться и лежит прям рядом с микрофоном. Я не могу ее убрать. Так, мы с вами будем кататься по Санта-Крузу. Ой, тут есть большой негабаритный груз, но давайте сегодня мы с вами без него обойдемся. Давайте я выберу, на чем мы сегодня с вами поедем. Точнее, не на чем, а точнее, какой груз мы сегодня с вами повезем. Давайте мы с вами выберем пустые палеты 18 тонн из Фармингтона в Альбукерке. Пары я включила. И мы можем с вами наконец-то ехать за нашим грузом. Только очень-очень аккуратно. Так, никого нету. Пока никого нету, быстренько. Нам, кстати, вообще-то сюда. Я думала, что нам с вами надо направо. Ну ладно. Там тоже никого не было. Все, и поехали. Будем с вами сегодня испытывать этот тягач. Вообще, знаете, может быть из-за того, что я его так покрасила необычно, но мне прям реально нравится, как он выглядит. И снаружи, и изнутри прям он такой классный получился, такой миленький. Так, это у нас тягач выезжает. Мы его пропустим, чтобы не создавать никаких аварийных ситуаций. И давайте, никого там нету, давайте перестроимся. По идее, у меня должен стоять тут прям мощный двигатель. Мы с вами взяли самый дорогой, так что надеюсь, что мы с вами сегодня будем прям так резво, быстро кататься. Кстати, такие красивые пейзажи, мне прям нравится здесь ездить. Мы уже с вами почти доехали до компании. Так, это у нас что, это светофор? Ага, это все, это светофор. Не совсем еще привыкла к American Truck Simulator в том плане, что светофоры всегда где-то наверху, вот, и бывает такое, что я их не замечаю, потому что привыкла видеть их где-то справа всегда. И, кстати, раз уж мы заговорили о светофорах, кто был у меня на моем стриме последнем, тот помнит шутку про светофоры и его детеныша. Это так мило, я просто еду, вижу, стоит большой светофор, и под ним такой маленький крошечный ребенок светофора. Я называю это так. Так, вон я уже вижу зеленый флажочек. Сейчас мы с вами... Да, я вижу зеленый флажочек и проезжаю мимо. Но слава богу, сзади никого пока что нету. Пока что он еще не успел. Я вижу, там сзади уже кто-то едет. Так что
И забираем. Давай. Все. Тормози. Берем с вами наш груз, пустые палеты 18 тонн из Фармингтона в Альбукерке. Так, прицеп у нас где-то за этим зданием стоит. Давайте мы его заберем. Где ты? Вот ты где. Угу. Хорошо, хорошо. Так. Хочется сегодня прям аккуратненько проехать, как всегда. Ну, кстати, ролик мой недавний по ЭТС, где я покупала собственный тягач, там я действительно делала все аккуратно, и я там даже ни разу, что для меня, аккуратно, что для меня удивительно, ни разу не попала в аварию. Вот так вот. Ой, ну вы посмотрите. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. А, неплохо, неплохо, неплохо получилось. Такой милый инопланетянин у меня. Так, и все. И поехали. Ехать нам с вами сколько? 265 километров. Так, смотрим по сторонам. Никого нету. Так что можем с вами смело выезжать. Так? Также, кто еще был на моем стриме, знают, что Юта, моя любимая собачка, взяла и перегрызла мне провод от веб-камеры. Но так как вы видите, что я с вами разговариваю, сегодня вы меня видите. Так, тормозим. Она его, конечно, оголила, но там суть в том, что если его прям в одном положении оставить и не шевелить, желательно никак не дергать, то веб-камера работает. Но если я даже подвину к себе резко педали, резко дерну мышкой, у меня оно все может слететь, вылететь, и изображение может пропасть, поэтому сейчас я максимально аккуратно стараюсь управляться с этим всем, чтобы, не дай бог, просто во время записи или во время стримов у меня это снова все не вылетело. Так, ладно, постоим, подождем. Какой-то долго ждать, когда загорится зеленый, и когда он загорается, он горит очень быстро. И успевает проезжать очень мало машин. К слову о Юте, она прям сидит сейчас тут слева от меня с такими виноватыми глазами, как будто, вы знаете, понимает, что я рассказываю вам про нее. Но зато у нас с вами получился долгий стрим, потому что я подумала, что ладно, раз уж вы меня не видите, я хотя бы подольше тогда посижу с вами, чтобы вы не расстраивались, что не видите меня. Ну давай, быстрее, загорайся, зеленый. Все, загорелся. Я надеюсь, мы успеем. Очень хочу успеть проехать. Потому что мне гораздо интереснее кататься на этом тягаче, нежели стоять и просто любоваться, так сказать, красотами на светофоре. Так, тормозим. Тормозим, тормозим, тормозим. Я тормозила. Честное слово. Ладно. Так, никого нету. Кстати, посмотрите, какие пейзажи, прям так антуражненько, прям такая Америка. Конечно, совершенно все отличается от ЕТС. Все другие здания, другие пейзажи, другие машины. Все абсолютно другое, но не менее интересное. Кстати, можете написать в комментариях, что вам больше нравится. Смотри, как я выезжаю на зебру. И что вам больше нравится, ЕТС или АТС? Потому что конкретно у меня любимые игры, если выбирать из этих двух, то нету, потому что они обе по-своему хорошие, обе по-своему интересные. И выбрать что-то одно я бы, наверное, не смогла. Вот. Но интересно послушать вас. Может быть, у вас есть что-то. И может быть, у вас есть ваша любимая игра American Truck Simulator или Euro Truck Simulator, а может быть вообще ни то, ни другое, и у вас любимая игра вообще что-то другое. Также можете об этом написать, мне также будет интересно послушать.
И, кстати, скоро же уже стукнет 5000 подписчиков на моем канале. Я, конечно, безумно надеюсь, что в момент, когда это видео выйдет, уже будет вас 5000, но, конечно, пока что только... выехали мы с вами на красный. Тормозит не очень хорошо, хотя вроде бы, когда в прошлый раз каталась, интенсивность торможения была прямо-таки прям хорошая. Не знаю, может быть, немножко сейчас опять поменять мне интенсивность торможения, потому что я прям давлю газ в пол, как я один раз сказала, давлю прям на тормоз, и все равно. Так, я хочу здесь встать и быстренько залезть в настройки. Так, поехали дальше. Немножко поменяла настройки. Я надеюсь, что тормозить будет интенсивнее и лучше, потому что мне не хочется постоянно проезжать на красный и врезаться. Тем более, мне хотелось бы проехать аккуратно, как всегда. Как всегда. Так. Здесь нам с вами надо направо. Так, ну вроде стало получше. Вроде нормально. Смотри, какая полиция красивая едет. Симпатично. И такие всякие тягачи интересные. Так интересно на них смотреть, это все рассматривать. Там какие-то палатки слева стоят. Кстати, такие дороги здесь широкие, прям вообще всегда. Они, мне кажется, в ЕТС дороги намного уже. В Евротрак симуляторе прям узко. А здесь у меня вроде бы еще ни разу не было такого, чтобы я не уместилась на полосе. Так, поворачиваем. Так, у нас с вами справа заправка. На заправку нам, кстати, с вами вообще не надо. Так что можем смело ехать и не думать о том, что нам с вами нужно будет заправиться. Мне нравится смотреть вот в левое зеркало, кстати, включим правое зеркало, чтобы я точно все видела. Мне нравится смотреть на раскраску нашего тягача. Он прям такой яркий, такой красочный, знаете, такой летний, хотя, несмотря на то, что у нас уже, конечно, наступила весна. И, кстати, несмотря на то, что уже осень, уже сентябрь, у меня на улице достаточно тепло. Пока что еще даже нету таких холодов осенних, светит солнышко, и прям такое хорошее настроение, прям так классно, здорово. Вот. И какая погода у вас? Очень интересно было бы мне узнать, как с погодой обстоят дела в вашем городе. Надеюсь, также тепло и хорошо, и не холодно, потому что максимально не хочется, чтобы наступали холода. И, кстати, знаете, мне кажется, что вообще вот это вот лето, оно по всей России, я не знаю, как по другим странам СНГ, но мне кажется, вот конкретно в России было очень жарко сегодня летом. Сегодня летом. Было жарко этим летом, очень-очень сильно, потому что я даже когда смотрела прогноз погоды в разных городах, видела плюс 35, плюс 36, где-то просто плюс 30, хотя для некоторых городов это, конечно, ну не свойственно. Я не говорю там о каком-нибудь Краснодаре, например. В общем, безумно было жарко. Я прям еду и прям залипаю на эти пейзажи. Мне так интересно это все рассматривать. Все выглядит так красиво. Прям такая пустыня. Не пустыня. Как это? Как это называется, эта местность? Забыла. У меня по географии была 4, конечно, но как это правильно назвать? Знаю, что не пустыня, конечно. Но я имею в виду такая больше пустынная местность. Очень мало прям растительности. Ну, хотя, нет, ее достаточно. Вон там дальше впереди вообще лес. Но я, опять же, сравниваю с Евротрак симулятором. Вот, и мне кажется, что там побольше деревьев, побольше всяких кустов, растений, всяких цветов. Давайте лучше мы перестроимся сюда. Так. И аккуратненько едем. Нам с вами осталось еще ехать 167 километров. Кстати, о чем я говорила? Скоро же вас будет у меня 5000.
Вот, скоро вас будет 5000. Я надеюсь, что на момент выхода этого видео вас уже наберется такое количество, потому что там оставалось буквально, что ли, 60 человек до 5000. Вроде что-то около того. Каждую минуту цифра меняется. Вот. И я безумно надеюсь, что когда вы будете это смотреть, будет уже у вас 5000. Но если вы сейчас смотрите это видео, и у меня на канале до сих пор не стукнула эта заветная, прекрасная, чудесная, великолепная цифра, то, пожалуйста, поставьте обязательно лайк. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И обязательно поделитесь моим каналом или этим видео со своими друзьями, чтобы они на меня подписались, конечно же, если им будет интересно меня смотреть. И я думаю, что благодаря вам мы сможем побыстрее набрать 5000. И как только стукнет 5000, как я и обещала, у меня появится своя группа ВКонтакте. Так что у нас с вами уже есть Инстаграм, уже есть Дискорд, и на 5000 я добавляю группу ВК. Вот. Но как скоро она появится, сейчас зависит только от вас, от ваших подписок, от вашей активности на канале, потому что чем больше вы оставляете комментариев, чем больше людей мне ставят лайки под видео. Дизлайки, конечно, тоже. Кто-то думает, что это портит статистику, на самом деле нет. Чем больше вы ставите лайков, вообще в целом как-то сотрудничаете, хотела сказать, как-то взаимодействуете с моим видео, тем больше вероятность того, что мой канал заметят другие люди, которые на меня могут подписаться, и тем больше вероятность того, что мой канал будет расти еще быстрее. Вот так вот. Я сама безумно жду, когда у меня уже появится группа ВК. Конечно, очень сильно хочется, чтобы у меня уже наступило 5000, потому что там, буквально, совсем немножечко осталось. И, кстати, раз уж мы с вами играем в American Truck Simulator, хотелось бы вам снова опять напомнить о том, что у меня сейчас проходит розыгрыш на канале. Я разыгрываю ключ от American Truck Simulator. Условия этого конкурса очень простые. Нужно быть просто подписанным на мой инстаграм-аккаунт. Ссылка на этот аккаунт есть в описании. Далее в самом инстаграме нужно поставить лайк на 2 последних поста. Далее оставить комментарий под конкурсным постом. Хороший комментарий, не просто какой-то смайлик там кинуть. Далее нужно сделать репост этого поста к себе в историю и обязательно отметив меня. Ну и, конечно, одно немаловажное условие: ваш аккаунт в инстаграме должен быть открытым. И также он должен быть живым. Что подразумевается под живым аккаунтом? То, что... Так, аккуратно. То, что он не должен быть создан чисто для конкурсов, чисто для моего одного конкурса. Я должна видеть, что там должна быть хоть какая-то фотография, причем которая выложена желательно не вчера и не сегодня, потому что так у меня, конечно, будут сомнения. В общем-то, не создавать никаких таких вот аккаунтов. Так, тормозим. У нас тут светофор. И итоги конкурса будут в воскресенье. Воскресенье после стрима. Вот так вот. Так. Аккуратно. Все. Ждем, пока загорится зеленый. Кстати, интересно, успею ли я проехать. Надеюсь, что успею. Кстати, вот указатель Альбукерке написано. Альбукерке. Ну давай, езжай. Пожалуйста, мы должны успеть. Мы успели. Только я одна почему-то повернула направо, все остальные на светофоре поехали прямо. И я такая одна в гордом одиночестве. Вообще на дороге никого в мою сторону нету. Есть только встречный поток, и больше никого. Кстати. Хотелось бы поинтересоваться, уже опробовали ли вы этот тягач? Понравился ли он вам?
И если понравился, если, может быть, не понравился, то пишите обязательно комментарии, как он вам, что вы добавили, что бы вы поменяли. Расскажите, какой цвет вы его покрасили, какие модификации вы добавили. Мне это все будет очень интересно читать. Вы знаете, что я стараюсь читать все комментарии, что я вас всех-всех-всех вижу, стараюсь лайкать, лайкать почти все комментарии, которые я вижу, на которые мне нравятся, конечно. Так, идите нам сюда. Так, здесь у нас светофор. Так, добро пожаловать в Альбукерке. У меня появилось достижение «Земля очарования». 3 из 14. Интересно, что это означает? Наверное, открыть первые 14 городов. Или чего? Что за такое интересное достижение? Ждем. Ждем, пока загорится зеленый. Так, все, поехали. А за что произошла оплата? За что у меня сняли деньги? Ой, ой-ой, нам сюда. За что с меня списали? Непонятно, неизвестно. За что? За въезд в город? Кстати, за все время, сколько мы здесь ездили, ни разу не было взвешивания, ни разу мне не предлагали заехать туда, чтобы взвеситься. И, кстати, у меня на моем стриме, вот недавнем, последнем, который у меня был, где я каталась в мультиплеере, начинал под конец пропадать голос, и, как видите, сейчас все в порядке, так что голос мой на месте. Просто после стрима я все время молчала, потом сидела, старалась не напрягать свои голосовые связки, чтобы у меня голос не пропал, а то бы не знаю, как бы я записывала бы сегодня видео и вообще в принципе потом все остальные видосы, если бы у меня бы пропал голос. Мне кажется, это было бы так медленно. Мне кажется, это было бы просто невозможно. Я бы с вами как-нибудь языками жестов общалась бы. И, конечно, я его не знаю. Так, все, отцепляем. У меня в последнее время стало неплохо получаться даже парковаться вот таким образом. У меня еще одно достижение для разнообразия 12 из 15. Так, мы с вами доставили груз пустые палеты из Фармингтона в Альбукерке. Отлично. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно пишите ваши комментарии по поводу нового тягача, понравился он вам или нет. И также понравилось ли вам мое видео, мой обзор на этот прекрасный тягач. Мне лично он очень сильно реально понравился. И особенно нравится то, как я его покрасила. Вот. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте участвовать в конкурсе, потому что у вас есть прекрасная возможность разыграть, получить, точнее, ключ от American Truck Simulator. И всех целую, всех обнимаю. До встречи в моем следующем видео. Всем пока. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем.